визы в Камбодже, какие типы бывают, по какой нужно въезжать, сколько стоит. И все это сегодня расскажу вам в этом видео. Оставайтесь до конца, будет очень много пользы. Вы на канале Галя из Камбоджи, я Галя. Если не подписаны, подписывайтесь на меня, это очень помогает развитию моего канала, а с вас доброе дело. И ставьте лайки. Также ваши комментарии тоже очень способствуют, и вообще с интересом их всегда читаю, поэтому пишите, задавайте вопросы. Поехали! Друзья мои, если вы собираетесь в Камбоджу, вам очень важно определить заранее, еще до въезда, для каких целей вы сюда въезжаете. Итак, если вы турист, вы приезжаете на определенный срок, вы точно знаете на какой, то тогда вам нужно сделать туристическую визу. А если вы хотите остаться здесь на подольше, то тогда вам нужно сделать другой тип визы, называется он тип Е. Где делаются такие визы? Вы можете их до влета оформить онлайн. Я сайт напишу в описании к этому видео. Делается она в течение 3 дней, подаваться лучше за 7 дней. Ну, можно, конечно, и за 3, прям впритык, но не позже, чем за 3 дня. Если вы уже опоздали, то тогда вы такую визу можете купить на границе, прям у дяденьки в окошке. Итак, виза типа ТР, туристическая виза, стоит $30 на въезд. И ее можно один раз будет продлить здесь, внутри страны, только один раз. И стоить это будет $58. Я связалась со своим юристом, у кого мы делаем визы. И она мне дала все актуальные цены на 2025 и 2026 год, поэтому я буду называть цены этого агентства, и ее контакт я оставлю также в описании к этому ролику. Туристическая виза на границе или, если вы оформляете ее онлайн заранее, стоит $30. Виза типа Е, обычная виза, ее еще называют ordinary виза. Вот эта виза стоит $35. И ее внутри страны можно будет продлить или поменять на другую визу. Туристическую на другую визу поменять нельзя, вам в любом случае нужно будет выехать из страны. Итак, если вы турист, определяемся, да, вы покупаете за $30 туристическую визу, действует она 30 дней с момента въезда. Сама виза действует 3 месяца, то есть вы можете от момента получения въехать в страну в течение 3 месяцев. И 30 дней отсчитываются с момента, когда вам поставили штампик. И внутри страны, здесь в Камбодже, вы можете продлить ее один раз за $58 на 1 месяц. Если вы сделали на границу визу типа E-Type, это значит, что вы хотите здесь остаться на подольше. Так вот, такую визу вы можете продлить здесь внутри страны, в любом из агентств, на визу типа EG. Это виза для короткого пребывания. На 1 месяц стоит $63, на 3 месяца $100. Но после окончания визы EG, и G, я буду говорить Е, ладно, не придирайтесь сильно. EG, продлить ее уже нельзя, вам обязательно нужно будет выехать из страны. То есть вы заехали, у вас есть месяц, и еще вы продлеваете на месяц, либо на 3 месяца. Пенсионная виза называется ER. И выдается она для тех, кто старше 55 лет. Если у вас уже есть 55, милости просим, можете пенсионерствовать здесь, в Камбодже. И очень важный момент. В Камбодже все еще пока не нужно на счету иметь деньги, то есть показывать вашу состоятельность, как это нужно. В Таиланде, последние данные, у меня было 800 тысяч бат нужно на счету иметь. В Малайзии тоже, я знаю, нужно иметь деньги на счету. Здесь, в Камбодже, не нужно. Вы просто делаете себе пенсионную визу по факту того, что вам уже 55 стукнуло. Цены. На 1 месяц пенсионная виза стоит $63, на 3 месяца $100, на 6 месяцев $193 и на 12 месяцев $305. И живете себе здесь преспокойненько.
Студенческая виза называется ES, Student. Нужно письмо из школы и лицензия учебного заведения. У меня нет цен на эту визу, потому что здесь реально вам нужно учиться. Здесь нет такой практики, что делают студенческую визу, как, например, в Таиланде, и по ним живут в языковых школах. Наверное, кто-то делает, но вам реально нужно будет учиться. И цены там варьируются, это зависит от школы, университета. В общем, если у вас есть вопросы по студенческой визе, то тогда вы напишите лучше моей юристке, она вам сама все расскажет. Но такие визы здесь есть, их делают. Итак, вот мы добрались до большого блока. Это виза рабочая. И у нас здесь опять есть два варианта. Вы помните, да, что вы заехали в страну по визе типа Е, по обычной визе, не туристическая, обычная виза. И вот эту вот визу вы можете поменять, за деньги, конечно, на визу, которая называется ЕП. То есть это виза о поиске работы. Вы еще не работаете, у вас нет work permit, у вас нет компании, но вы сюда приехали с целью найти работу. И вот такая виза ЕП, ее можно оформить на 1 месяц за $63 или на 3 месяца за $100. Позже ее можно будет поменять на бизнес-визу, и если у вас к этому моменту появятся документы о компании и разрешение на работу. То есть она дает вам временной промежуток, чтобы вы или реально здесь искали работу, ну, часто приезжают сюда, да, устраиваться в школу, например, или открывать бизнес. Вам нужно время, чтобы оформить компанию. Вот по этой визе о поиске работы вы можете спокойненько уже ходить, красить себе стены, то есть готовить к бизнесу, но еще не работать, еще не открываться, но готовиться к открытию и оформлять в это время компанию. И потом, когда вы оформите, вы уже делаете бизнес-визу. Итак, бизнес-виза. У меня такая бизнес-виза. И бизнес-виза, вам нужно письмо от компании. Я работаю здесь гидом, и меня компания устроила к себе. Но визу оплачиваю я, кстати, сама. И work permit, разрешение на работу обязательно. Про work permit сейчас отдельно расскажу. Итак, цены на бизнес-визы на 1 месяц стоят $58, на 3 месяца $95, на 6 месяцев $188, на 12 месяцев $300. И вот важно, work permit нужен, и первый раз можно получить бизнес-визу и 6 месяцев еще не делать, ну то есть без work permit быть. Дальше уже обязательно вам нужен work permit. То есть вам дается такая фора, чтобы вы оформили work permit, разрешение на работу. Что такое work permit? Это рабочее разрешение, и в нем прописана либо ваша профессия, сфера деятельности, но здесь в Камбодже есть очень интересная штука. Есть название такое, как самозанятый. И вот на самозанятого вы можете оформить еще пока. Я слышала, что это будет меняться. Будем следить, если что, будут обновления. Я обязательно буду выпускать дополнительные видео. Но вот на данный момент самозанятый, это значит, что вы можете работать по факту кем угодно. Там не стоит, не прописана ваша сфера деятельности. Work permit делается в конце декабря, то есть с января у вас уже с Нового года, у вас уже должен быть новый work permit на целый год. И если вы приехали, например, в июне, полгода, да, осталось, то вам все равно нужно сделать work permit вот на этот год, в который вы заехали. Вот такая вот система, даже если там 2-3 месяца осталось. То есть как тут хитрят бывает. Вот делают вот эти вот визы, которые в поиске работы, ждут окончания года, и с Нового года уже делают рабочую визу и work permit вместе. Потому что если там реально осталось немножечко, то по факту, тогда невыгодно вам сделать work permit, потому что стоит он $190. Плюс $85 – это квота. Что такое квота? Если у вас компания своя,
вы сделали себе компанию, вы сами себя, как владелец компании, можете к себе в компанию устроить. Но если у вас еще есть иностранные сотрудники, на каждого сотрудника нужно открывать квоту. Вообще по закону здесь здесь 10%, то есть у вас должно быть на одного иностранца в компании работать 10 хмеров, получается так. Я реально не видела ни одной компании, где это есть по факту. Но вот эти квоты, их делать стоит $85. Причем, честно признаюсь, Камбоджа еще не сильно проверяет. Вот мелкие бизнесы вообще не особо проверяют. То есть они, конечно, бывают, придут, могут проверить work permit, вот это вот все легальность. А вот сколько у вас человек в компании, это надо постараться, чтобы к вам так придрались. Здесь еще до этого не добрались. Других проблем хватает. Поэтому вы просто платите, открываете квоту на иностранного сотрудника, и его еще одного можете оформить себе в компанию. Будут вопросы, пишите лучше юристки, потому что нюансов много, и там зависит, лучше она пусть ответит, а то я вам сейчас навру, а меня потом помидорами закидает. Поэтому озвучиваю еще раз стоимость. $190 стоит work permit, разрешение на работу, 85 стоит квота. И вот, кстати, если у вас нет своей компании, вы вообще не планируете ее здесь открывать, вы работаете самозанятым, и компания вам ни к чему, там налоги реально надо будет платить каждый месяц, то тогда вы можете устроиться в компанию вот к юристке, да, они в агентстве могут вас к себе в компанию приписать. Стоит это дополнительных $150 за то, чтобы вас в компании прикрепили. Но тогда нет вот этой вот 85, да, то есть за квоту тогда платить не надо. То есть вы платите стоимость визы на год 190, стоимость work permit на год $190 и $150 за то, чтобы вас в компании прикрепили. Но если вы реально здесь бизнес будете делать, то тогда вы откроете свою компанию. И вот еще какой большой плюс здесь, в отличие от соседей, от Таиланда в частности, есть форма ИП. И это очень хорошо. То есть что такое форма ИП? Вы можете быть единоличным владельцем своего бизнеса. То есть это для маленьких бизнесов. Вам не нужен директор, не нужен местный человек, местный партнер. Вот на ИП это не нужно. Если у вас большой бизнес, там как-то градации есть, варьируются, то тогда вам уже нужно. Да? Если это компания формы, допустим, ООО, то тогда вам нужен уже местный. Если вы хлеб печете, можете сами его печь, сами тесто месить, сами в духовку запихивать, сами развозить потом по магазинам. И вот вам ИП достаточно. Возьмете к себе на работу и научите еще, дадите профессию местному человеку, до цены вам не будет. Поэтому, друзья мои, если вы хотите реально здесь что-то делать, то тогда вы откроете себе вот такую вот форму ИП. И там налоги не большие. Если, кстати, интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я возьму эту информацию тоже и расскажу вам про устройство бизнесов, как здесь, сколько стоит, да, какие бывают вариации. Это тоже отдельное видео тогда запишу. Напишите в комментарии, пожалуйста. Так, что еще важного хочу вам сказать. Work permit продлеваться должен каждый год обязательно. Если вы его не продлили до марта, то тогда с вас штраф $500. Еще одно важное, что нужно знать. В Камбоджу, когда вы въезжаете, у вас паспорт должен действовать еще 6 месяцев. И любое продление визы тоже на момент окончания визы должен действовать паспорт еще 6 месяцев. Иначе, если вы даже на год хотите годовую сделать визу рабочую, например, а у вас уже 6 месяцев будет через 8, то вам поставить на 8 месяцев. Понятно я объясняю? То есть паспорт нужно менять, чуть-чуть заранее обновлять, не ждите до последнего. 6 месяцев, уже все, считайте, вы без паспорта остались. Вот такая информация по визам. Я в описании напишу тоже все цены, укажу телефон юристки, поэтому приезжайте к нам в Камбоджу, тут хорошо, тут прекрасно, как турист приезжайте, с другими целями тоже приезжайте. Чем больше народу,
тем лучше экономика в стране. И нужны будут экскурсии, звоните мне, конечно, свозим вас везде, все покажем. И, друзья мои, спасибо, что смотрели, подпишитесь, не забудьте, поставьте лайк, комментарии приветствуются. Всем спасибо, с вами была Галя из Камбоджи, пока-пока.